Сара Казань. Страдаю гигантизмом. Ранее формат брала большой. Сейчас уменьшила 50/60 теперь. А может, зря я себя ломала. То есть были какой формат? Больше метра? Ну вот известно, что, например, в большую кастрюлю с кулинарной всегда примеры. Ну, тяжелее борщ варить. Там надо же как-то на глаз, что ли, сыпать. Представляешь, это чан такой. Или ладно, это может не нравится. Ну, на большом, я ездил. Ну, как большой? Не на автобус, который прям там ЛиАЗ, а просто вот микроавтобус. Мы там ездили во Францию, меня брали как режиссера и оператора, я фильм про альпинистов снимал. Вот в команду альпинистов. И когда уже шофер сильно уже засыпал, все, я уже Сережа, ну давай я это самое. Он даже не водил никогда. Говорит, да ничего, дождь, протерки вот эти вот в дворнике. И он уже морковку грызет. Я говорю, как ты не спишь? Он говорит, я морковку грызу. Ну и вот он, значит, ну ладно, говорит, я полчаса только прилягу. Ну я пока там рулил полчаса. И вот этот большой такой микроавтобус. Я почувствовал разницу между там легковым автомобилем и большим. Ты не можешь быстро там остановиться. Тебе нужно медленнее перестроить. Ну, то есть другая система, другой автомобиль. И, конечно, если вы на большом уже привыкли ездить, на КамАЗе, например, то вам, если вы в Запорожец горбатый сядете, один мне говорил, что почему так устроен горбатый Запорожец, что в нем как не сядешь, коленки вот так вот, и спина вот так, и все время неудобно. И он так ревет, скорость небольшая, как будто на взлет сейчас пойдет. Конечно, Сара Казань, зачем себя ломать, если вы привыкли большими флейцами, там, валиками, эх. Сложно вписаться в 50/60, конечно, сложно. Или вы живете, например, в комнате 400 квадратных метров, ходите, мастерская такая, да, и потом вам дали, как это, профессора Преображенского, как они уменьшали какое-то слово такое, когда они уменьшали его площадь. И, конечно, вы в маленькой 200 квадратных метров вам дали вместе 400. Конечно, будет тесно. Ничего, не прогуляться нигде, на самокате нельзя проездить. Одна у меня галерею содержит в Австрии. И она говорит, сейчас модно очень. Она делает такие картины, она становится на ролике. Не на ролике, а вот эта доска, которая скейт, с краской. И едет по хосту, лежит. Она там краску. Потом другой следы оставляются. И очень любит вот, местное народное население покупать такие картины. Очень интересно, я хочу посмотреть. Она приглашает меня в гости. Ну, закончится, ну, чтобы там порисовать, все такое. Класс проведем. Ну, так о чем я? То есть, если вы на большом формате умещаетесь, в маленьком вам будет тесно. Да? Но ничего, зато это, мобилизует и не дает возможности неправильно мыслить. То есть, вы настроены, ну, наверняка по пятну все раскладываете, и тогда нет никакой разницы, какое это будет пятно, большое или поменьше. Мышление это организовано, так что я поддерживаю, чтобы вы себя, да ничего, тренировали. Вот известный такой факт. Я был когда-то давно, уже лет, наверное, 8 или 10 назад, на набросках в одной студии. И там один парень, который вел наброски, у него большие такие, 10 минут, у него, И он говорит, очень важно художнику на разных форматах делать наброски, потому что ты привыкаешь к одному формату, и потом трудно тебе на другом. Поэтому менять форматы – это лучше. Это все равно дисциплинирует тебя как композитора. У тебя все время ты организуешь новое пространство. И в этом смысле ты все время держишься в тонусе художницком. Все время, как это тебе не очень удобно, не очень понятно, и ты все время от формата пляшешь. Не от привычного, а от нового. И есть шанс, что ты будешь писать всегда чуть-чуть по-другому, потому что ты все время в тренинге. Так, у меня есть футболка такой I have not idea what I'm doing. И КВЗ, по-моему, это капля воздуха. У меня до сих пор пока. Нет, наверное, сейчас исправился уже. Это старый еще вопрос. Я понятия не имею, что я делаю.
И, кстати, не поспоришь, верно, круто, где купили. Мне подарили в Канзасе, в Канзас-Сити. Я проводил в Америке класс, и одна женщина веселая такая приходила на класс. У нее была надпись. Они мне подарили, сделали футболку. Очень приятно. Класс такой. Ну, действительно, представляете, надпись. Можно по-русски же сделать. Я понятия не имею, что я делаю, да? Ну, как кто-то к такому художнику подойдет, чтобы его учить? Мне кажется, это сигнал такой, как это, отпугивать приставучих горожан. Ирина Желумко, наверное. Рисунок очень понравился. Джаз в действии. Скажите, есть спецбумага для темперы? А если обычный ватман, то его как-то надо готовить для темперы? Не, ничего не надо. Если надо, то чем вы грунтуете? Ничем. Захватило желание освоить темперу. Хорошее желание. Я очень приветствую. Ну что ж, осваиваете. Это же очень профессиональная краска, вот, которую мастер-класс делает. Предсказуемо себя ведет, цвет не меняется, от разбела, от воды. Очень мне нравится. Бумагу берете любую, абсолютно. Даже холст можно, на какой, ну, поплотнее, конечно. И ватман пойдет, и акварельная пойдет, все, что хотите. Это универсальный материал. И в конце ролика покажу работы, которые я недавно делал. Я был на набросках, позировал Андрей, натурщик замечательный, который мне уже много позировал. И индейца я, в образе индейца он мне позировал. А тут, понимаете ли, он задал вопрос. Ну, народу же много, человек там 25. Как позировать? В труселях или голым? Я первый крикнул голым. И все, в общем, смиренно поддержали мой вот этот вот ответ вот на предложение Андрея. И получилось очень довольно-таки живенько так. Ну, естественно, темперой писать можно не только фигуры, любые мотивы и натюрморты. Ну, для примера. Темперой написано портрет Гиршман. Гиршман написано темперой у Серова. Ну, представьте, в Третьяковке. Довольно-таки большая, объемная вещь, как тонко написано. И у него довольно-таки много работ темперой. Есть чему поучиться, как это тонко и так сдержанно написано, как красиво очень. Арни Тани. Очень хочу к вам попасть на семинар, на мастер-класс, но из Лондона мне сложно добраться в Ереван. Скажите, пожалуйста, есть ли планы провести мастер-класс в Европе? Ну, может быть, все-таки не так сложно, потому что, ну, через Турцию. Ко мне в Америку, из Америки прилетала на класс в Черногории 4 самолетами девушка одна. Ну, тут, наверное, 2, может быть, 3, не так страшно из Лондона в Ереван, не так далеко. Так что обещает быть интересный семинар. Небольшая реклама, о нем 30 секунд. Друзья, я набираю группу на мастер-класс в Армении с 4 по 10 апреля. Будем заниматься живописью в красивейших местах. Будут экскурсии в музей Параджанова, к Мартиросу Сарьяну. Ну и главное, живопись. Весной, в период цветения, это большая удача. Приглашаю вас. Информация о классе выложена на моем сайте. Елена Ши. Отличное рабочее место. У вас окна на какую сторону? Да на все стороны. Это вообще важно, сколько окон на какую сторону? Важно, конечно. Ну, с левой стороны у меня окно светит на мой мольберт слева. Но лучше всего, конечно, делать сверху окна. Так, чтобы падал, как у Репина в Кокколе мастерской. Прям, потолок. У Фешина также в Таосе. Тогда получается рассеянный, заполняющий свет. Ну, если нет такой возможности, значит, большие окна и с левой стороны. Если вы работаете правой рукой. Потому что если левой, то будете все время загораживать. Например, пишите какую-то малышку, да, и дланью будете загораживать, а будет тень.
Не забывайте отмечаться в журнале, лайков, вопросы задавайте, комментируйте, пожалуйста. Не так давно, 2 года назад, я был в Эрмитаже, и вам предлагаю посмотреть мой отчет. Это 19 минут 46 секунд, такой сюжет об импрессионистах.